Россия продолжает терять контроль над Курской областью. Кто хочет убрать Зеленского и что известно о тайных переговорах между Украиной и РФ? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россияне теряют людей и территории. 12-й день наступления ВСУ в Курской области. В Киеве заявляют о продвижении и пополнении обменного фонда. Я счастлив, что я попал в вашу руку. Непрямые тайные переговоры между РФ и Украиной сорваны. О чем должны были договориться Москва и Киев? Трамп говорит об Украине, а Харрис молчит. Почему кандидат от демократов немногословно и какими будут отношения между США и Украиной, если она победит? Для Камалы Харрис скорее сейчас важны внутриамериканские проблемы. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. ВСУ берут под свой контроль все больше российской территории и пленных. Лишь по данным Вашингтон-Пост, сейчас в украинском плену как минимум 250 российских срочников. Контрактников намного меньше, пишут журналисты издания, которые посетили лагерь военнопленных на территории Украины. В то же время другие медиа сообщают, что украинцы за 10 дней своей операции в Курской области смогли взять в плен как минимум 2000 российских военных, в том числе и кадыровцев. Скажи еще раз. Что сказать? Ну, что ты сказал только что? Я счастлив, что я попал в вашу руку. Откуда ты? С Грозного. Ты? Грозно, сейчас в вас попал. Громче. Сейчас я попал в вашу руку, командир. Вы счастливы, да? А третий, я и ты. Вот тоже счастлив? Да. Вы все счастливы? Да, мы сами сдали. Вы сами знали. Вы сдали. Вы красавчики. Воины. Это вы красавчики. Да. Защищайте свою родину. Подготовку ВСУ к наступлению на территории России Москва не видела. Об этом пишет Рейтер. Даже за несколько часов до этой операции из Москвы не поступало никаких признаков того, что что-то идет не по плану. На официальных площадках Минобороны РФ публиковались стандартные информационные сообщения. И лишь через 12 часов после того, как ВСУ пересекли границу, на события публично отреагировали в ведомстве Белоусова, резюмируют авторы Рейтер. Стоит отметить, что и сейчас в Минобороны РФ не говорят о том, как ВС РФ приходится отступать на Курском направлении. Украинские военные тем временем сообщают, что взяли под контроль Коренево. Российские войска, вероятно, начали отступать также на северном фланге в Курской области. В частности, отошли на восточный берег реки Сейм у поселка Теткино. Об этом сообщали уже Z-пропагандисты. Жители Курской области продолжают выезжать из региона. За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 3000 человек. Первоочередные мероприятия по эвакуации проводились в 2 муниципальных районах области. О целях ВСУ в Курской области пишет Sky News, цитируя при этом бывшего советника Зеленского. Главная цель этого – дестабилизировать российскую элиту. Россия не является монолитом. Очевидно, что Путин находится на вершине, но там есть много разных влиятельных игроков. И надеюсь, это заставит некоторых из них осознать тот факт, что Путин зашел слишком далеко. США хотят убрать Зеленского и заменить его на того, кто будет готов к переговорам с Россией. Новый фейк российской пропаганды. О том, как в Кремле придумали целую кампанию, которая гласит о предстоящем отстранении украинского президента от его дел из-за наступления ВСУ в Курской области, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. Там отмечают, что российские пропагандисты подхватили тезис, который был сказан в эфире одного из YouTube-каналов экс-сотрудникам ЦРУ. В Страткоме уточняют, что для того, чтобы придать значимости этому фейку, россияне используют комментарии псевдоэкспертов и пропагандистов с гражданством США. Экс-аналитика Центрального разведывательного управления Ларри Джонсона, осужденного за развращение несовершеннолетней, экс-министра ООН Скотта Риттера и других. Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, которая использует их прежние регалии и готовность тиражировать что-либо. Целью этого вброса является попытка усилить нарративы о внешнем управлении, несостоятельном государстве и с помощью искусственных инфоповодов расшатать внутриполитическую ситуацию и подорвать доверие иностранных партнеров к военно-политическому руководству Украины. О целях российской пропаганды мы также поговорили с политологом Алексеем Якубиным.
причинам. Во-первых, сейчас своеобразное, давайте так назовем, междувременье, да, в контексте тех же будущих выборов в Соединенных Штатах Америки, и когда кандидаты ключевые, американские президенты, определяют свою стратегию. Второй момент, он связан с тем, что, в принципе, мы видим, что Россия не оставила до сих пор идею о том, чтобы активно, особенно в странах глобального юга, продвигать идею о нелегитимности действующего президента Украины, мотивируя это тем, что его срок официальных полномочий уже истек в мае, а потому кто-то должен другой этим заниматься. Ну и плюс, опять-таки, ввиду последних событий, в том числе ситуации в Курской области, мне кажется, что российское руководство, оно сейчас для себя, вот если смотреть, до сих пор не может решить. Так если станет все-таки вопрос о каких-то переговорах с Украиной, кто, в общем-то, должен будет представлять Украину на этих переговорах, да, потому что для внутренней российской аудитории там уже давным-давно рассказали, что Зеленский уже нелегитимен после мая месяца, после 21 мая, и потому возникнет логический вопрос, что рано или поздно, например, может быть, даже и до конца этого года придет время, когда такие переговоры, возможно, будут проходить, и кто будет их вести. Непрямые и тайные переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, вероятно, сорваны из-за успешного наступления ВСУ в Курской области. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Источники издания утверждают, что при посредничестве Катара в Дохе должна была пройти встреча, на которой могли быть подписаны соглашения о том, что РФ не будет наносить удары по украинским энергетическим объектам, и Украина откажется наносить удары по российским НПЗ или же электроподстанциям. В публикации также уточняется, что пока что Россия не отменила полностью эту встречу, а лишь попросила время, то есть, возможно, взяла паузу. Авторы издания уточняют, что в офисе президента им заявили, что саммит в Дохе был отложен из-за ситуации на Ближнем Востоке, но он все же состоится, однако в формате видеоконференции 22 августа. Уже после этого, далее цитата, «Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации намеченных планов». Тем временем посол Германии в России заявил, что наступление ВСУ под Курском заставляет Кремль очень сильно переживать, и эта операция была неприятным сюрпризом. Намекнул посол и на то, что Кремль слишком многого хочет. В настоящее время российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предварительных условиях. Однажды Россия должна будет осознать, что эта война приносит ей гораздо меньше, чем она планировала в начале, что она наносит себе серьезный международный ущерб и что ее экономика, находящаяся в состоянии войны, полностью перегрета и не будет устойчивой. Россия модернизирует иранские дроны «Шахед» на территории Беларуси. О том, как мощности белорусского военно-промышленного комплекса помогают российским оккупантам, пишет Центр национального сопротивления Украины. На одном из гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания БПЛА в черный цвет для маскировки, так как эти беспилотники военные РФ запускают чаще всего по украинским городам ночью. Покраска происходит в Беларуси, чтобы разгрузить завод дронов в Елабуге. В ЦНС акцентирует внимание на том, что Лукашенко продолжает обслуживать Кремль и пытается втянуть Беларусь в войну. В Беларуси на свободу могут выйти 30 политзаключенных. Речь идет о 14 женщинах и 16 мужчинах. О том, что Лукашенко помиловал их, накануне сообщили СМИ белорусского режима. Однако больше информации не озвучивают. В Минске говорят, что все эти люди якобы признали свою вину, искренне раскаялись и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Это была цитата. У Лукашенко также, не стесняясь, говорят, что за всеми, кого выпустят на свободу, будут пристально следить представители МВД. В Минске также сообщают, что Лукашенко помиловал тех, кто был осужден, далее цитата, за преступления протестной направленности. Очевидно, речь идет о людях, которые выходили на протесты в 2020 году и были против фальсификации на президентских выборах. В этом году, напомню, исполнилось 30 лет, как Лукашенко узурпировал власть. Почему Камала Харрис в роли президента США может стать большой проблемой для Украины? Таким вопросом задается The Telegraph. Авторы издания пишут, что она не до конца понимает Украину, однако якобы может всему научиться. Кроме того, западные медиа вспоминают, что Харрис находится в не очень хороших отношениях с Зеленским из-за ситуации, которая произошла перед началом российского вторжения. Тогда Зеленский просил США ввести превентивные санкции против РФ и дать Украине оружие, которое бы изменило планы Путина.
Путина. Харрис, как вице-президент США, отклонила эти предложения. The Telegraph пишет, что несмотря на критику в адрес Харрис, которая очень просто смотрит на российское вторжение, основной проблемой является то, сможет ли Харрис эффективно выстроить отношения между США и Украиной. Аналитики уверены, что она попытается это сделать. Почему же сейчас Трамп часто вспоминает Украину в своей предвыборной гонке, а Харрис немногословно, и какими действительно будут отношения между Вашингтоном и Киевом, если она победит? Об этом мы поговорили с политологом. Камала Харрис, она все-таки вице-президент. И она, скажем так, запасной игрок, если глобально говорить. Да? То есть внешнеполитическую линию определял Джо Байден, и он потому, по сути, и его представители, его советники комментировали вопрос Украины. Опять-таки, время от времени, конечно, когда администрация ставила перед ней задачи взаимодействовать по Украине, она это делала. Можно вспомнить, что именно Камала Харрис была представлена на первом саммите мира в Швейцарии, да, как представитель Соединенных Штатов Америки. Но в целом она, мне кажется, в большей мере была сосредоточена на внутренней американской повестке дня. И поэтому неудивительно, что и пока во внутренней, скажем так, том, как разворачивается избирательная кампания в Штатах, Камала Харрис намного меньше комментировала или комментирует вопрос Украины. Да, тем самым, конечно же, формируя, возможно, некий такой момент, а какой будет ее политика по поводу Украины. Да? То есть продолжит ли она линию администрации Байдена, в целом, которой и она принадлежит, или же она поменяет свою позицию. Из того, что я вижу, для Камалы Харрис скорее сейчас важны внутриамериканские проблемы, и по большому счету она именно им посвящает свою избирательную кампанию. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарий вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.